Привет, друзья! С вами Артем Камалетдинов, и сегодня у нас на обзоре моделирующий гитарный усилитель от компании Pivi, модель Viper X2. Погнали! Нужно сказать, что у нас на канале уже есть похожий ролик с таким же комбиком. Это его младшая модель Viper X1, и в отличие от своего младшего брата, этот комбик, естественно, он гораздо больше. У него мощность 60 Вт, 12-дюймовый кастомный динамик, и также в нем присутствует функция аналогового дисторшена с технологией TransTube. Для начала предлагаю рассмотреть лицевую панель этого комбо-усилителя и посмотреть все его функции. Итак, здесь мы видим вход для нашей гитары, и что важно еще отметить, что вы можете подключить сюда как акустику, так и бас-гитару. Соответственно, здесь у нас присутствует эмуляция различных инструментов. Это акустическая гитара, 12-струнная гитара, баритон, бас. В общем, огромный выбор всего. И возвращаясь к предыдущей функции, здесь мы можем на каждый подключаемый инструмент, к примеру, вы подключили электрогитару, и у нас есть 4 пресета на этот инструмент. То есть функционал просто огромный и, можно сказать, в какой-то степени безграничный. Давайте пойдем дальше. Далее у нас секция выбора усилителей. Опять же таки классические усилители от компании Pivi, Classic, XXX, 6505, далее Budda, классические твины, в общем, тоже на всяческий вкус и цвет. Далее секция эффектов, различная пространственная обработка, хорус, фленджер, ревер, питчшифтер. И далее у нас секция эквализации и мастер громкости. Друзья, вы могли заметить, что в секции выбора усилителей здесь есть обозначение нот, и это, как вы могли догадаться, функция тюнера. Мы зажимаем эту кнопку, у нас прекращает работать вот эта вся секция, и работает тюнер, и мы можем настроить свой инструмент. Далее, в самом конце у нас есть вход для USB. Это говорит нам о том, что этот усилитель может работать как аудиоинтерфейс, и вы можете работать с вашим компьютером и настраивать звук через него. Также стоит отметить, что сзади присутствует вход для подключения дополнительного MIDI-контроллера, который позволит переключать ваши пресеты и другие функции вашего усилителя как на педалборде или как на гитарном процессоре. Также вы могли обратить внимание на мигающую синюю лампочку. Это функция подключения Bluetooth, и с помощью специального приложения от компании Pivi вы можете рулить все ваши пресеты, усилители, эффекты с помощью приложения. И это делается очень просто и легко, и предлагаю посмотреть, как это будет происходить. Итак, друзья, мы находимся в нашем с вами приложении, мобильном приложении от компании Pivi Viper X, и что мы здесь видим? У нас здесь на самом деле все очень просто и интуитивно, но предлагаю обо всем по порядку разобраться. У нас здесь есть 3 вкладки. Первая вкладка, мы можем выбрать инструмент, на котором мы играем, и эффект. Что я имею в виду? Эффекты здесь мы можем выбрать. Вот видите, есть Auto-Wow, Flanger, фейзер, скример, можно ничего не выбирать, бустер, то есть всяческие педали перегруза, да, к примеру. Далее у нас есть вкладка, сейчас у нас стоит байпас, и опционально это у нас электрогитара. Вот как у нас сейчас звучит наш звук. Но если мы хотим выбрать, или мы, к примеру, подключаем акустическую гитару, мы здесь выбираем акустик 1 или акустик 2, или, к примеру, у нас есть бас. Окей, давайте попробуем бас. У нас уже висят какие-то эффекты, но это подразумевает, что мы также можем изображать бас, к примеру, на нашей электрогитаре. Давайте вернемся в байпас. Это по умолчанию у нас будет электрогитара. И посмотрим, что у нас есть дальше. Дальше мы видим вкладку с усилителями. На самом деле тоже очень разнообразный выбор от компании Pivi. Как я уже говорил, это усилители Pivi 6505, 6534, вот British это, наверное, Marshall, ну и так далее. И также мы видим здесь, что при выборе каждого усилителя у нас есть, ну, так скажем, стандартные 3 канала. Это чистый, кранч и лид-канал. И вот интересная особенность, да, мы с ребятами, когда тестировали это приложение, вот
я уверен, что компания Pivi обратит на это внимание и исправит. Но вот, к сожалению, на iOS-устройствах перепутаны названия этих каналов. То есть, когда нажимаешь на канал Lead, звучит чистый сигнал. А когда нажимаешь на кнопочку Clean, звучит перегруз, то есть самый мощный канал. Это очень неожиданное такое решение, но я уверен, что это просто какой-то баг, который касается именно устройств iOS. Будем надеяться, что этот момент исправится. Ну, а так, в принципе, здесь все интуитивно. Опять же таки, да, вот давайте выберем, не знаю, вот какой-нибудь усилитель 6505, и мы видим стандартные здесь настройки, точно такие же, как у нас они отображены физически на нашем усилителе. Pre-gain, регулировка низких, высоких, средних, post-gain. Давайте послушаем, как это звучит. Ну, достаточно шумно, потому что много гейна. Предлагаю сразу его чуть-чуть убрать, подкрутить эквализацию. Как вы видите, да, сейчас у нас clean, подразумевается, что это самый перегруженный канал. Давайте послушаем, как звучит чистый. Но он не совсем чистый, потому что усилитель, в принципе, не для чистого звука, но... Давайте пойдем дальше. Далее у нас вкладка с эффектами. Хочу обратить внимание, что в первой вкладке, как вы видите, здесь тоже есть эффекты, но третья вкладка — это эффекты, которые у нас уже идут после усилителя. Это различные, как видите, компрессор, ротори, фейзер, октавер, байпас. У нас здесь ничего не стоит. Тремоло. В общем, на любой вкус и цвет здесь можно найти какую-то обработку. Ну, а вообще я предлагаю все-таки нарулить какой-то свой звук из того арсенала, который имеется. Давайте поэтому вернемся в начало. Итак, из инструментов логично, что у нас будет здесь байпас, потому что у меня подключена электрогитара. Сюда я бы вернулся чуть попозже. Давайте перейдем сразу в секцию усилителей. Ну, вот, к примеру, давайте возьмем какой-то, так скажем, нейтральный усилитель. Не будем крутить хай-гейн. Возьмем, к примеру, вот Pivi Classic. Послушаем, как он звучит. Чуть-чуть давайте подкрутим эквализации. Ну вот вообще такое ощущение, что приложение рассчитано на iPad, потому что с телефона в горизонтальном режиме это регулируется очень неудобно. Ну, так вот у нас звучит кранч. Ну, а теперь давайте послушаем наш чистый пресет. Вот практически все ручки громкости у нас повернуты в одну сторону. Давайте чуть низа добавим. Уберем чуть-чуть гейна. Так. Еще раз возвращаемся. Чуть гейна. И послушаем, как это будет звучать. Но, друзья, кстати, стоит отметить, что вот предыдущий раз, да, когда мы слушали кранчевый канал и чистый, вы слышали, что там везде висит дилей. На самом деле это регулируется и убирается, если вам не нравится. Делается, на самом деле, это очень просто. В разделе Effects мы нажимаем сюда на кнопку, и здесь вот, где написано Delay Level и Reverb Level, мы можем полностью убрать эти эффекты. Вот как у нас звучит сигнал с обработкой. То есть есть, да, у нас реверочек и дилей. Хоп, убираем здесь, и будет у нас чистый совсем сигнал. Вот так. Теперь предлагаю все-таки добавить каких-либо эффектов к нашему чистому
каналу. Давайте вернемся вот в эту вкладочку. Посмотрим, что у нас тут есть. Давайте повесим фейзер. На самом деле, вот небольшой минус в этом приложении, что практически все эффекты, у них вот 2 ручки, и на них не написано, что ты крутишь. Но я так предполагаю, что сделан такой подход минимума, и это просто тон и уровень самого эффекта. Давайте послушаем, как это звучит. Вернемся в первую секцию и повесим какой-нибудь перегруз или фуз. Ну вот мы выбрали с вами фуз, уже какие-то значения стоят. Давайте послушаем, как это будет звучать. Что ж, резюмируя данный обзор, хочется все-таки отметить, да, поскольку мы вот сейчас говорили про приложение, лично мне с ним было работать неудобно, но поскольку здесь есть функция подключения этого комбо-усилителя к приложению на компьютере или к планшету, уверен, что там это будет гораздо более функциональнее и гораздо более удобнее рулить. Кстати, друзья, если вы обратили внимание, я вот не особо вслушивался, но компания Pivi заверяет, что перегрузы этого усилителя сделаны по аналоговой схеме. Напишите, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу. Для кого подойдет этот усилитель? Помимо того, что огромный выбор эффектов, огромный выбор всяческих эмуляций, инструментов, его функционал достаточно большой, потому что на нем можно заниматься как на тихой громкости дома, так и на репетиционной базе, благо его мощность позволяет это делать. Также я думаю, что для каких-то маленьких клубов он подойдет и вполне будет справляться со своей задачей. Друзья, кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой линейки комбиков Viper X2 или более старших или младших серий, нравятся они вам или нет. Вообще, как вы относитесь к компании Pivi, потому что компания достаточно старая, и вообще интересно всегда какие-либо новые девайсы с новыми технологиями рассматривать. Также не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, колокольчики. С вами был Артем Камалетдинов. Увидимся! Подхватимся, да? Да. И так же. И также в нем есть функция аналогового Почему это так смешно? Не знаю. Давай еще раз. И также в нем есть функция аналогового транс-супер-дисторшна. Супер-супер-дисторшн или какой? Просто Аналоговый транс-дисторшн? Да.